Итак, под прошлым видео вы написали много приятных комментариев, и аж целых 3 комментария сказали мне о том, что вам нужно немножко полегче уроки, прям для новичков. И у меня есть такое для вас. Смотрите, вчерашний заказ, который я сделал стоимостью в $100, максимально простой, по-моему, справится любой. Аж зарифмовал. И что интересно, клиенту максимально все нравится, клиент безумно рад и аж чаевые отдает. Это круто, это классно, мы этого хотим. На эту работу на самом деле по факту можно ее сделать за 5 минут. Давайте мы ее и сделаем за 5 минут. Начнем с того, что мы создаем композицию стандартную Full HD. Давайте попробуем. Интересно, успеем за 5 минут сделать? Не, ну я же буду объяснять еще, так что нормально. Кидаем сюда наши материалы, которые... Кстати, нет, не получится. Давайте перенесем материалы, которые он нам прислал. Они у меня находятся здесь, кстати. О, прошу прощения, опять кнопки забыл включить. Нашел эти кнопочки. Уборочку делал на компьютере. Засунул их далеко. Так, есть. Следующее, что я хочу, это скинуть тот AI документ, это который прислал сам клиент. Кидаем его сюда. Кстати, да, тут будет важный момент. Кидать его нужно не как футаж, а как композиции, чтобы все слои, которые были внутри документа AI, они перенеслись сюда, в After Effects. Есть. Это создается, вот появляется у нас папочка и композиция. Положим ее еще в одну папочку, назовем ее AI. То бишь Adobe Illustrator. Ох, не промазываем это, я нечаянно нажал на пустое окно. Когда нажимаем на пустое окно, то можно импортировать сюда новые файлы. Когда нажимаем 2 раза на композицию, она открывается. И в данной композиции у нас лежит логотип. Да, давайте не буду спешить, все-таки постараюсь максимально объяснять. Урок для новичков. Но при этом я буду использовать горячие клавиши. Горячие клавиши, я считаю, нужно учить сразу же в начале и приучивать себя к ним. Ctrl-Alt-Shift-Y, да, это аж целых раз, два, три, 4 кнопки. Но поверьте, это сочетание мега важно и постоянно используется. Оно вызывает null object. Это вот такой вот элементик, господи, что я говорю, элемент, который поможет нам в дальнейшем будущем. И частенько он будет нам помогать. Давайте, вот мы его просто вызвали. Теперь все слои привязываем с помощью значков Parents. Это значки, которые говорят, что мы будем следить за null объектом. То есть, куда бы мы сейчас не двигали null объект, что бы мы с ним ни делали, то же самое происходит с логотипом. Ctrl-Z, Ctrl-Z я нажал. Все, я это сделал. Теперь я копирую все слои. Теперь нажму на композицию. В композиции я открою видимость title, то есть всяких вот этих вот элементов, в том числе центр нам нужен в данном случае. Не буду уже грузить здесь. Тут есть горячая клавиша, как и быстро в центр перегнать, но давайте сильно загруженно не будем делать. И по сути, что мы еще можем сделать? Наверное, увеличить в масштабе. Увеличиваем в масштабе до 200. Но нужно знать, когда мы увеличиваем масштаб, давайте я максимально сделаю, мы теряем в качестве. Любой картинки, изображения, видео и адобовские файлы, Adobe Illustratorские файлы, несмотря на то, что они векторные. А что означает вектор? Вектор означает, что мы можем увеличивать до безграничности, и они не будут терять качество. Но почему они конкретно сейчас, вот смотрите, потеряли? Это, кстати, даже не 100%, вот 100%. Смотрите, какое плохое качество. Потому что не стоит значение вектора на этих слоях. Оно находится вот здесь, вот такая вот шестереночка. Ее нужно включить. Бах. И мы теперь имеем хорошее качество, несмотря на на scale. Scale — это масштаб. Все, есть. 200 даже будет, наверное, чуть многовато. Давайте 180. Все, по сути, большую часть работы мы уже сделали. Так, еще я смотрю. Вот здесь вот есть лишний слой. Ну, это мусорный какой-то. Давайте его удалим. И вот такие вот слои. Начнем, короче, анимацию мы с TPN. Ну, короче, название этого логотипа. Все остальное скроем. То есть глазиками можно скрывать.
Чтобы заказчик хочет, чтобы он падал сверху. То есть я как понял, падает из-под камеры. Вот я это так понял. Ну, в принципе, ему это и понравилось. Давайте сделаем то же самое. Повторим этот трюк. Падение сверху нам нужно включить трехмерность слою нашему тексту. Давайте зайдем в Transform. Увидим, что на Position у нас есть X, Y и Z появилась. Анимация по оси Z теперь возможно. Давайте мы его санимируем. То есть куда-то ведем, пока он не пропадет. И отсюда он будет появляться у нас. Переходим на 20 кадров вперед. Чтобы перейти на 20 кадров вперед, что можно сделать? Нажимаем Page Up. Кстати, интересно, Next. Но это кнопка Page Up, Page Down. Page Down это, соответственно, в другую сторону. Но если мы хотим прощелкиваться на 10 кадров вперед, то мы используем зажатую клавишу Shift и Page Down. Это 10 кадров. Это 20 кадров. Если мы еще сделаем, это 30 кадров. Это уже почти секунда, чуть больше секунды. Вы, кстати, видите, вот сколько. 1 секунда и 5 кадров. Но нам, наверное, хватит все-таки 20 кадров. 20 кадров и Z выводим на 0, то есть возвращаем его назад. Вот у нас уже появляется первая анимация. Кстати, видите, частичка логотипа выглядывает. Давайте спрячем ее. Есть, спрятали. Но анимация очень такая неправильная. Нет жизни, ну, прямолинейно, скорость здесь прямолинейная. Она должна быть немножечко ускоряться, замедляться. Чтобы это произошло, чтобы текст быстро летел, потом в конце чуть медленно, либо наоборот, ну, какие-то ускорения, замедления, нужно создать график скорости. Для этого необходимо выделить наши два ключа и нажать F9. Максимально полезная клавиша F9, запомните ее. После чего заходим в графики скорости. Нужно убедиться, что у нас включен Edit Speed Graph, а не, к примеру, Edit Value. Поняли, да? И теперь нарисовать, наверное, вот такую вот. Ну, взять вектор вот этот, направляющую, и немножечко сгладить замедление. То есть, что это означает? Что начинаем скорость не спеша. Ускоряемся. Сейчас здесь максимальный пик скорости. И потом мы начинаем потихонечку замедляться. И получается, что анимация у нас такая более плавная. И более профессиональная. И вот это вот уже стоит денег. Это уже профессионализм называется. Ладно, погнали дальше. По сути все. Анимируем дальше наш текст, который... Title так называемый, да? Что мы сделаем? Мы, наверное, сначала создадим ему маску. Да, давайте создадим ему маску. Нажмем правой кнопкой на пустом месте. New, Solid. Это Solid, мы его назовем так и назовем маска. И покрасим его в любой цвет, на какой-нибудь красный пускай он будет. Сместим его вниз. Таким образом, чтобы он закрывал наш текст. И можно даже... Да, закрывал наш текст, можно чуть выше. Стрелочками, кстати, можно туда-назад это все подводить. Дальше. У нашего слоя... Маску, кстати, можно скрыть. Нужно убедиться, что маска находится сверху нашего слоя, с которым мы работаем. Дальше убедиться, что включен вот это среднее значение. Это вылетают окошки тут дополнительные, которые периодически можно скрывать, если они вам мешают. В данном случае они нам нужны. И Track Matte выбираем на Alpha Matte. Да, Alpha Matte. Если что, не сразу, можете поклацать, либо альфа, я их постоянно путаю между. Ну, в данном случае Alpha Matte. Что это означает? Это означает, что наш текст будет виден только тогда, когда он находится в маске. Когда я вывожу его вверх, видите, он прячется. То есть он становится невидимым. Смотрите, вот все, его здесь нету, нигде нету. Нам это и нужно. Перемещаемся на 2 кадра вперед.
Это я выбрал слои, нажал Ctrl, ой, Ctrl, какой Ctrl? Alt-Shift. И тем самым мы передвигаем наши выделенные слои на 10 кадров вперед. Как-то так. Отлично, погнали. Дальше нажимаем, уже не будем залазить в эти треугольнички, чтобы найти наш position, кстати, которого только видите, две оси X, Y, потому что нету трехмерности. А мы можем просто быстрее ускориться, нажать просто клавишу P. Тем самым параметр position, вот он перед нами. Нажимаем ключик, зафиксируем позицию, переместим этот ключик на 2 кадра вперед, Alt-Shift и стрелочка вправо. И переместим здесь ключик, то есть когда мы просто начинаем перемещать, создается новый ключ, туда вот под текст. То же самое F9, то же самое графики, то же самое подтянули. Есть красота. Текст падает, из-под него вылезает новый текст. Круто. Что у нас еще есть? Идем дальше. О, тут интереснее. У нас есть вот такой вот значок. Галочка. Но она мне не нравится, именно как она сделана в иллюстраторе. Мне лучше ее в данном случае перерисовать. Поймете почему чуть позже. Выбираем инструмент эллипс. С помощью эллипса мы рисуем в том числе и круги. Не обязательно эллипсы рисовать, правильно? И погнали. Погнали. Поехали, погнали. Рисуем поверх нашего шейпа. Да ё-моё, что ты делаешь? Не отвлекай меня. Тебе наоборот для этого прикольно смонтировать, нет? Типа в этот кино. Можно, кстати, чуть-чуть его подрегулировать. Что мы можем подрегулировать? К примеру, зайти в size и уменьшить size. Все, мы плюс-минус попали, так как надо, стрелочками подгоняем. И рисуем нашу галочку. Галочка рисуется обычным пен, пером. Рисуем нашим пером просто вот 2 линии. Подгоняем таким образом. И увеличиваем толщину. Все, у нас теперь есть 2 шейпа, которые можно анимировать по сравнению с тем, что... по сравнению с Adobe иллюстраторским файлом. Давайте единственное покрасим его обратно в белый цвет. Все, хорошо. Начнем анимацию с кружочка. Кружочек мы хотим, к примеру, что он будет делать у нас? Просто выпрыгивать. Давайте выпрыгивает кружочек. Я упрощу. Хотя нет, я не упрощу. Это я точно так же сделал и заказчику тому. Поэтому нажал Scale, букву S, на кадр вперед. И опять ключ. Но к предыдущему возвращаемся. Говорим нолик. Дальше. Анимация у нас появилась. Тихо. Она появляется у нас чуть-чуть позже. Где-то вот здесь. Или давайте где-то вот здесь. Но она опять же скучная. Но я и не хочу использовать F9, эти клавиши. Я хочу что-то другое, что-то более интересное, прикольное. Для этого можно использовать выражение. Выражение это уже реально прикольно и круто. И что самое интересное, не нужно быть программистом, чтобы их использовать. К примеру, лично я собрал для себя список выражений, которые я использую, сохранил в блокноте, и некоторые даже сохранил вот здесь вот. То есть здесь вот на одной кнопочке bounce, еще, да, bounce, колебания переводится, есть целое выражение. То есть я просто выделяю с параметра scale, это масштаб, нажимаю bounce, и все, мы видим, что он подкрасился красным цветом. Это означает, что здесь появилось вот такое выражение. Можно сказать, мы хакеры, программисты. Что это означает? Это означает, что теперь наш кружок будет вот немножко колебаться. То есть такое вот ощущение, как будто он резко остановился, пошатнулся туда-назад. Это тоже профессионализм, это тоже нам плюс в копилочку. И все, я даже регулировать ничего не буду. Можно, конечно, здесь немножко затухания сделать. Чуть быстрее, чтобы было. Шик, туда-назад. Хотя нет, давайте вернем. Мне даже нравилось, когда была троечка. Все. И нарисовать нашу галочку. Как будто бы она рисуется от руки. Это делается с помощью... Так как это shape, именно shape внутри After Effects, с которым можно работать,
У него есть свои эффекты. В данном случае TrimPass нас интересует. Создаем этот TrimPass и переходим, к примеру, на вот этот кадр и начинаем рисовать. Ну как рисовать? Анимировать. Вот он, видите? То есть значение end в данном случае нас интересует, которое через 10 кадров превратится с 0 в 100%. Шук-шук. Все. Вот уже и все, ребята, мы сделали работу. Смотрите, довольно-таки быстро и полезно, как по мне. Потом клиент попросил еще подкрасить. Здесь из последнего остался это вот этот наш нижняя часть. Ее можно просто через opacity, прозрачность. Я нажал кнопку T, зажимаю opacity на ключик. Первый кадр 100%. И, допустим, на 30-м кадре будет с 0 до 100%. Все. Наша анимация 3 секунды. Красим это в разные цвета. И получаем, что самое приятное, чаевые. И еще забыл сказать, оставлю это здесь. Буквально на днях я закончил свой первый продукт, максимально полезный и классный продукт. Это гайд по фрилансу, как стартовать, как не наделать ошибок, где стартовать и так далее. Если хотите его получить, пишите мне в Инстаграм, я вам скину подробности. И вы классные. Всем спасибо.